Привет, меня зовут Сергей, и наш сегодняшний урок будет посвящен созданию вот такого яркого леденца. Будет особенно здорово, если вы сплетете его из желейных силиконовых резинок, тогда этот леденец будет ярко поблескивать на свету, что выглядит очень аппетитно. Также будет замечательно, если вы сделаете множество таких разноцветных леденцов, положите их в красивую вазочку, и тогда это будет симпатичное декоративное украшение для вашего стола. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите ряды на нем таким образом, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Для плетения нам понадобится всего лишь несколько вот этих столбиков, и открытые стороны столбиков должны смотреть вправо. Плетение мы с вами начнем с создания вот этих конечков фантика, и для этого я буду использовать желтые резинки с блестками. Возьму одну резинку и накину ее с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Далее накинем вниз по правому ряду и на левом ряду сделаем точно так же. Сначала с первого столбика центрального на первый столбик левого ряда. Далее накидываем вниз по левому ряду. И по центру нам нужно одну резинку тоже накинуть вниз. Теперь по правому и левому ряду накидываем еще по одной резинке. Раз и два. И теперь берем резиночку и соединяем третий столбик левого ряда со вторым столбиком центрального ряда. Здесь резинка получается довольно сильно натянута. И с правой стороны поступаем точно так же. Со второго столбика центрального ряда на третий столбик правого ряда. На вот этот центральный столбик теперь нам нужно накинуть одну резинку и закрутить ее здесь всего 2 оборота. 4 оборота не нужно закручивать, как мы это часто делаем, потому что здесь натяжение сильное не нужно, а нужно наоборот, чтобы такая мишура была. Теперь давайте сплетем вот эту заготовку. Для этого заводим крючок внутрь самого центрального столбика. Тыльной стороной крючка отодвигаем резинку, которую мы с вами дважды накинули сверху, и захватываем ту резинку, которая у нас находится выше всего. В моем случае эта резинка относится вот к этому столбику, поэтому я ее изнутри вынимаю и придерживаю пальцем ту резиночку, которая находится сверху, чтобы она с этого столбика не соскочила. И эту резинку одинарную я закидываю на столбик, которому она и принадлежит. Далее вновь заводим крючок внутрь вот этого центрального столбика и захватываем следующую резинку, которая у нас находится выше всего. В моем случае эта резинка относится к третьему столбику левого ряда, и я ее поэтому сюда и накидываю. У нас осталась последняя резинка, мы с вами ее изнутри захватываем и накидываем на первый столбик центрального ряда. Теперь нам нужно вот отсюда сплести вперед резинки левого и правого ряда. Давайте с левого ряда начнем. Заводим крючок внутрь, отодвигаем тыльной стороной верхнюю резинку, изнутри захватываем одинарную и накидываем вперед. Далее здесь закидываем изнутри одинарную и накидываем вперед. И, наконец, последняя одинарная резиночка у нас идет на первый столбик центрального ряда. С правой стороны поступаем точно так же. Заводим крючок внутрь третьего столбика, отодвигаем тыльной стороной резинки, которые накинуты сверху, а нижнюю захватываем и накидываем вперед. Здесь нижнюю захватываем и накидываем вперед. И здесь нижнюю захватываем и накидываем по диагонали на первый столбик центрального ряда. Теперь возьмем одну резинку того цвета, который у нас будет для самой основы конфеты. Я буду использовать оранжевый цвет, и эту резинку нам нужно скрутить на пальцах в 2 оборота. Берем, закручиваем вот так восьмеркой и накидываем еще один оборот на пальцах. Теперь заводим крючок внутрь самого первого столбика центрального ряда сквозь все резинки и высовываем его снизу. Накидываем эту двойную резинку и вытаскиваем ее сверху. Вторую часть, которую мы сейчас придерживаем пальцем, тоже накидываем на крючок.
Эта заготовка нам понадобится чуть позже, а крючок нам нужен будет сейчас. Поэтому возьмите какой-нибудь вспомогательный крючок, например, вот такой. Натяните резинки, которые находятся сейчас на основном крючке, и в них просуньте вспомогательный. Основной убираем. И вот они у нас на вспомогательном крючке. И теперь, придерживая эти резинки пальцем, мы можем снять эту конструкцию со станка. Вот такая одна заготовочка у нас получилась. Давайте точно так же сделаем еще одну. Берем одну резинку, накидываем с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. С левой стороны точно так же. Теперь по правому и левому ряду накидываем вниз по одной резинке. Еще по одной накидываем справа и слева. И на центральном ряду с первого на второй столбик накидываем одну резинку. Теперь соединяем вот этот центральный столбик с крайними правым и левым с левой стороны и с правой стороны. На центральный столбик накидываем резинку одинарную и закручиваем ее здесь 2 оборота. Берем наш крючок. Заводим его внутрь центрального столбика, отодвигаем тыльной стороной резинку, которая закинута и сверху и закручена в 2 оборота, и захватываем одинарную резинку, которая находится чуть ниже и является самой верхней. Придерживаем рукой резиночку верхнюю, чтобы она у нас не соскочила, и отправляем ту резинку, которую мы захватили, тому столбику, которому она и принадлежит. В моем случае она принадлежит правому третьему столбику. И далее захватываем следующую резинку и накидываем ее тоже на столбик, которому она принадлежит. Это уже третий столбик левого ряда. И по центру просто накидываем вперед. Далее давайте сплетем левый ряд. Изнутри захватываем резинку, накидываем вперед. Изнутри вперед и изнутри на первый столбик центрального ряда. С правой стороны точно так же. Изнутри захватываем, накидываем вперед. Изнутри захватываем, накидываем вперед. И изнутри захватываем и накидываем по диагонали на первый столбик центрального ряда. Теперь вновь берем оранжевую резинку. Именно оранжевый цвет я буду использовать для цвета основы. И скручиваем ее на пальцах в 2 оборота. Отлично. Проводим крючок внутрь самого первого столбика центрального ряда. Накидываем эту двойную резиночку и вытаскиваем ее сверху. И в этот раз вторую часть, которую я придерживаю пальцем, нам не нужно накидывать на крючок. Если у вас получится, то возьмите вот так и просто снимите, аккуратно, чтобы с крючка ничего не слетело, снимите эту конструкцию со станка. Вот, одна часть у нас на пальце, а другую часть мы придерживаем крючком. Теперь, та часть, которая у нас на пальце находится, мы ее накидываем на первый столбик центрального ряда, а та часть, которая у нас сейчас на крючке, идет на третий столбик этого же центрального ряда. Готово. Вот таким образом сейчас у нас выглядит. А заготовочка находится между первым и вторым столбиком. И она смотрит у нас вниз, чтобы не мешало нам работать над основным телом конфеты. Итак, сейчас у нас на вот этом и этом столбике находятся по 2 резиночки. Точнее, это одна, но просто скрученная в 2 оборота. Теперь берем 2 резинки оранжевого цвета и накидываем их с этого на этот столбик. То есть с первого столбика правого ряда на второй столбик левого ряда. И при накидывании закручиваем эту резинку 8. По центру у нас образуется перекрестие. И накидываем вот на этот столбик. Теперь точно так же нам нужно накинуть пару резинок вот на эти столбики. То есть на первый столбик левого ряда и на второй столбик правого ряда. Тоже 2 резинки. Накидываем сначала на один столбик. Поворачиваем 8 и накидываем вот на этот столбик. Таким образом, сейчас у нас на каждом столбике вот этой окружности накинуто по 2 резинки. Все резинки, которые у нас сейчас есть, опускаем максимально вниз, чтобы не только освободить место для накидывания следующего слоя, но чтобы мы четко видели, где заканчивается предыдущий слой и где начинается следующий.
Сейчас берем одну резинку оранжевого цвета и накидываем с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Далее продолжаем с первого столбика правого ряда на второй столбик правого ряда. И таким образом по одной резиночке мы с вами накидываем по кругу, по часовой стрелке. Четвертая резинка этого ряда, пятая резинка и шестая резинка. Теперь на каждом столбике мы имеем 4 резинки. 2 резинки нижнего ряда, основного, и 2 резинки ряда, которые находятся выше. Так вот, на каждом столбике нам нужно захватить нижнюю пару и с внешней стороны скинуть ее внутрь нашего круга. Здесь тоже с другого столбика захватываем нижнюю пару. Кстати, вот на этих столбиках нижняя пара очень сильно натянута, потому что это не 2, а одна резинка, скрученная вдвое. И поэтому аккуратненько мы с вами ее и с этого столбика снимаем и скидываем внутрь круга. На этом столбике берем 2 нижних резинки, с внешней стороны их скидываем внутрь. На этом столбике тоже захватываем нижнюю пару и скидываем внутрь. И на дальних столбиках тоже берем пару нижних резинок, скидываем с внешней стороны внутрь. И здесь тоже скидываем с внешней стороны внутрь. Теперь на каждом столбике вновь опускаем резинки максимально вниз. И сейчас нам нужно сделать еще один точно такой же слой, который мы с вами делали сейчас. То есть накинуть по кругу по одной резинке на все столбики. Накидываем раз, накидываем далее 2, накидываем далее 3, 4, 5 и 6. И теперь вновь мы имеем на всех столбиках по 4 резинки. Это 2 резинки нижнего ряда и 2 резинки верхнего ряда. И опять с каждого столбика захватываем нижнюю пару и скидываем с внешней стороны внутрь круга. С этого столбика, со второго столбика, с этого столбика тоже пару захватываем с внешней стороны, скидываем внутрь. Отсюда нижнюю пару берем с внешней стороны, скидываем внутрь. И с дальних 2 столбиков тоже захватываем нижнюю пару и скидываем внутрь. С последнего столбика то же самое. Готово. И теперь вновь опускаем на всех столбиках резинки максимально вниз. И сейчас нам уже понадобится вторая заготовочка, которую мы с вами оставили на дополнительном крючке, на вспомогательном крючке. Вот эта заготовка. Нам нужно что сейчас сделать? Берем пальцами вот эту пару резинок, которая ближе к концу крючка, а другую пару оставляем на крючке. Берем одну пару, а вторую оставляем. Вот так. Ту пару, которая у нас сейчас находится в руках, мы с вами накидываем на первый столбик центрального ряда. Точно так же, как мы с вами накидывали вот эту заготовку и в самом начале. Единственное отличие, что в этот раз заготовка смотрит вверх, а не вниз, как самая нижняя. А та часть, которая у нас сейчас находится на крючке, идет на третий столбик центрального ряда. И таким образом эта резинка у нас проходит вот таким образом. Эти резинки заготовки мы с вами опускаем немножко ниже, чтобы дать место для накидывания следующего слоя. Но не опускайте слишком низко, чтобы они у вас не слились с нижним слоем. Должна быть четкая граница в виде пустого места между вот этой накинутой заготовкой и между нижними 2 резинками. И теперь вновь, как мы с вами уже умеем, накидываем по кругу по одной резиночке. Сначала с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда, по правому ряду с первого на второй столбик, теперь со второго столбика правого ряда на третий столбик центрального ряда, и нам осталось буквально 1, 2 и 3 резинка для того, чтобы этот слой мы завершили. Теперь будьте внимательны, обратите внимание вот на этот столбик и вот на этот столбик. Вы помните, что на них мы только что накидывали заготовки вот этого конечка обертки. И сейчас нам нужно взять центральные 2 резинки
мы с вами специально так делали, чтобы они четко у нас выделялись, оставляли место, чтобы они не слились с нижним слоем, а здесь виден еще верхний слой. Так вот, берем эти центральные и с внешней стороны скидываем внутрь нашего круга. Так. Теперь скидываем нижнюю пару. На этом столбике поступаем точно так же. Захватываем сначала центральную пару, натягиваем и с внешней стороны скидываем внутрь. Затем накидываем с внешней стороны внутрь нижнюю пару. И осталось уже легко на всех столбиках снять просто нижнюю пару. С этого столбика, с этого столбика. Здесь мы с вами снимали и осталось с дальних столбиков. С этого раз и с этого два. Готово. Теперь эту заготовку конфеты мы с вами можем снять уже со станка. И делается это следующим образом. Заводим крючок внутрь любого столбика. Я заведу внутрь вот этого третьего столбика центрального ряда. И придерживаем пальцем пару резинок, которые у нас здесь находятся. Снимаем их со столбика, а на крючке придерживаем, чтобы они не убежали. Далее заводим крючок в следующий столбик. Придерживаем здесь теперь пару резинок. Снимаем со столбика, а на крючке удерживаем. Заводим крючок в следующий столбик, захватываем те резинки, которые находятся на нем, придерживаем пальцем, снимаем. Следующий столбик у нас теперь идет, захватываем, придерживаем пальцем, снимаем со столбика. Предпоследний столбик у нас, захватываем, придерживаем пальцем, снимаем со столбика. И, наконец, последний столбик заводим внутрь, снимаем и придерживаем пальцем. Станок мы можем отложить, и вот такая ситуация у нас сейчас есть. Теперь возьмите одну резинку цвета основы, оранжевая у меня, и накиньте на кончик крючка. Теперь эту резиночку натяните вот так пальцем, а те петли, которые сейчас находятся на крючке, тоже нам нужно вот так максимально оттянуть, чтобы у нас было пространство для того, чтобы сквозь все эти петли продеть эту резинку. Натягиваем и эту резинку тоже натягиваем. И протаскиваем внутрь, внутри всех петелек. Готово. Одну часть придерживаем пальцем, а другая у нас находится на крючке. Теперь из этой резинки, которую мы сейчас держим, нам нужно сделать петельку. Но сделать ее нужно нам на другой стороне конфеты. Вот на этой. Берем на кончик крючка, накидываем то, что сейчас на пальце, и продеваем внутрь петли, которая у нас на крючке находится. Теперь эту петлю затягиваем. Максимально, насколько позволяет вам прочность резинок, которые вы используете. И немножко вытягиваем вот этот конечек нашей обертки с одной стороны и с другой стороны можно вытянуть. Все практически готово. Единственное, что у нас вот здесь на крючке петля, которая, в общем-то, не распускается, но она немножко нам мешает. Я предлагаю убрать ее следующим образом. Натягиваем и заводим внутрь нее вот этот конечек. Далее еще раз заводим внутрь. Далее еще раз заводим внутрь. Еще раз. И таким образом, пока она практически полностью у нас не уйдет, мы ее несколько оборотов закидываем на конечек нашего фантика. И вот получилось, что эта резиночка здесь много раз накручена, но это ничего страшного, это незаметно и, в общем-то, никак на эту конфету не влияет на ее красоту. Готово. Вот, в общем-то, конфета у нас готова. Очень замечательная, очень аппетитный леденец. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, и вы сделаете такие же леденцы разных цветов и подарите своим родным и близким. Я думаю, что они будут приятно удивлены. Если вам этот урок понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!